Кишинев – столица Молдовы и дом для более 600 тысяч человек. Жизнь идет своим чередом, но в один миг все может измениться. Впервые в истории молдавского телевидения службы экстренной помощи допустят камеры на 24 часа своей обычной работы. Для совершенно нового телевизионного формата. Вы не знаете, кто я? Я тоже не знаю, кто вы. Вроде он не пьяный. Что, здесь особо опасный преступник или что? Прага принадлежит Шапск. Имеем право. Имеете право. Да, по закону имеем право. Мы будем следовать за мужчинами и женщинами на первой линии жизни, закона и порядка. Врачи и полицейские, которые придут туда, где вам точно не хотелось бы оказаться. А чё вы на улице? Оба! Так где город, сука? А вы смотрите, Где эта девочка? Я. Eu busquei pază. Девочка и мальчик. Станем частью команды, сражающейся с организованной преступностью. И будем обеспечивать порядок на общественных мероприятиях. Этот новый сериал раскроет никогда ранее невиданную действительность. Обычная жизнь необычных людей. Вот это чувство долга, вот когда работаешь на благо, это круто. В 7 часов утра команда скорой помощи готовится к рабочей смене. Когда мы едем на вызов, мы не знаем, куда мы едем, что там. Машину всегда смотрю, весь аппаратаж, чтобы все работало идеально. Я каждый ряд знаю, какая ампула, адреналин, атропин, мезотон, все. Все есть. На сегодня мы уже готовы к работе. Служба 112 ежедневно принимает более 10 тысяч звонков со всей страны. Ежегодно это более 1 миллиона звонков о помощи. Ну, первый вызов, конечно, с Богом. Включили сирену и поехали. Добрый день, пришлите, пожалуйста, скорую тут у Луника возле перехода. Человек лежит мертвый, наверное, не знаю. Мужчину переносят в машину скорой помощи. Но, похоже, это алкоголь. Даже если он пьяный, ты должен его посмотреть, потому что случаи бывают разные. Подвыпил немного, да? Ноги отпустил. Нет, в другую сторону. В другую сторону. А зачем ты так? Пьяный молодой человек. И все. Заснул. Разбудили и домой. Зашел мертвый, вышел живой. Ну вот так и что делать? Мы сказали, что давайте хоть давление померяем, кардиограммку сделаем, потом вы пойдете по своим делам. Нет, мне ничего не надо, у меня все хорошо. Понимаете, у нас люди же не подходят и спрашивают, молодой человек, что с вами случилось? Они видят, что он лежит и все, больше не... Можно похлопать по плечу и спросить. Следующий вызов. Едем на пляж. Травма головы. Примите, пожалуйста, вызов. На пляже в долине Рос. Спасатель ударил парня по голове. Мы поговорим с ним тихонько. Вы их знаете? Нет, идем в машину. Идемте в машину. Идем в машину. Ну все, тихонько. Отдыхающий рассказывает, что спасатель ударил его Нормально, веслом. ставь ножки вот так, все. А У вас был конфликт что-то или просто подошли? Ну так, сказал, да. Я плавал, и он пришел и сказал: ты что думаешь, что я глупая овца? Я его схватил за шею и тоже ему заехал. Я мой наш его вдулся. Хорошо, ты выпил сегодня чуть-чуть, Шамы, да? да, я выпил. Хорошо. Если говоришь тихонечко, спокойно, успокойся, все, мы уже тут, все нормально. Он спокойно себя ведет и нормально.
Туда, где есть насилие, выезжают и полицейские для расследования ситуации и чтобы взять показания у свидетелей. Он зашел в воду, может, он неправильно зашел, может, он как-то резко прыгнул. Ему сделали замечание. Он нормально плыл. Спасатель вышел на этой лодке и начал его материть. Не дрались, а отбивались. Спасатель рассказывает свою версию и говорит, что использовал весло для самообороны. Торг барка. Он говорит, что я тебя сейчас утоплю, переверну лодку и утоплю тебя как бы. И только Богдан решил выйти из воды, и спасатель заехал ему веслом по голове. Нельзя так. Знаете, какие сейчас дети? И потом получается, как бы, что он опять лезет. И лодка, получается, весла мои вперед уже ударяется. И он падает, об угол ударяется. А по спине ничего, живот ничего, да? Понятно. А их было несколько. Один. Даже эта рана, которая большая она была скальпированная, да. Но он давление держит, понятно, что там нет ничего такого страшного. Там у них есть наверняка свой внутренний кодекс, по которому они работают, есть свои внутренние правила. Если он нарушил эти правила, он будет еще отвечать еще перед своими. 112. Чем можем помочь? На меня напал наркоман на улице. Меня напугал и детей. Ждите полицию. Большинство вызовов полиции – это преступления, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Этот человек уже не первый раз становится причиной вызова полиции. Есть пару адресов, где есть такие люди, то есть, которые всегда нам делают проблемы, но мы уже как бы знаем это адресы, мы когда идем туда, мы уже готовы, ко всему готовы. Он всегда то ли с родителями дерется, то ли портит какое-то имущество в каком-то баре, то ли пристает к людям, которые на улице. Да, и он, когда видит полицию, он всегда агрессивный, то есть мы всегда принуждены, когда с ним встречаемся, принять меры, поставить ему наручники. И были случаи, когда он вырвал провода в подъезде, поджег двери соседей. Были случаи, когда он испугал детей соседей. Постоянно находится под влиянием наркотиков. И пока не будет решения суда, то есть получается, что мы каждый раз обязаны пойти и взять его, привезти сюда и все сначала, всю работу сначала делать. С наступлением ночи число звонков в службу 112 возрастает. 112. Чем можем помочь? Добрый вечер, приезжайте, пожалуйста. Мою соседку бьет сильно муж. Мы все его боимся. Домашнее насилие – частая причина вызовов полиции. Сотрудники никогда не знают, с чем им придется столкнуться. Есть люди, которые, когда уже видят полицию, успокаиваются. В разные ситуации нужно по-разному поступать. Нужно думать, как он. Он меня только бьет и бьет. 2 недели назад была с синяками, и сейчас опять. Идем искать сожителя потерпевшей. Они не женаты, но живут в гражданском браке уже 12 лет. Добрый вечер. Выключи музыку. Домну Павел, что случилось? Ничего. Как ничего? Ваша сожительница вызвала полицию. Кто вас вызывал? Ваша сожительница. Кому принадлежит дом? Ей принадлежит. Как можно выгонять человека из собственного дома? Пожалуйста, одевайтесь и поехали с нами в участок. Я хочу дать здесь заявление. Нет, мы поедем в участок, и вы дадите показания. Я хочу, чтобы он ушел. Я не хочу, чтобы он здесь жил. Забрал свои манатки и ушел. Жить одной без него. Я с ребенком вместе. Я убежал, потому что он меня сильно бьет. Много пьет и обзывает меня. Я ему говорю, за что мне давать денег. Что я проел все эти деньги. Я один, а их 2.
Они кушают в 2-3 раза больше меня. Видишь, какие они толстые? Я вот худой. Лью бетон, курю. Авария на улице Штефана Челмари, пересечение Свети-Азул. Машина въехала в троллейбус. Есть жертвы. Не могу их посчитать. Давайте тогда в нашу машину мы вызываем сейчас еще одну машину. Кап уже Держи ей голову. Что с моим мужем? Хорошо, не переживайте. Акцидент рутьер. Мы должны готовы быть, приехать помочь нашим коллегам в сложных ситуациях, с тяжелыми пациентами. Теряешь концентрацию, если есть страх, и непозволительно иметь страх. Мужчина был в черной машине, был шофером, а женщина пассажир. Один пациент тяжелый с мозговой травмой и перелом шейного отдела позвоночника, остальные травмы средней тяжести. Женщина-водитель троллейбуса ищет свидетелей аварии. Она находит молодого человека, который вел прямой эфир в Фейсбуке именно в момент аварии. Я видел, как они шли на перегонки по Алба Юлия. Посмотри на них. Смотри, что он творит. Шли на перегонки, а он как ибанулся. Я видел, как они шли на перегонки по Алба Юлия и чуть не въехали в троллейбус. Ехали 2 машины БМВ и вот это. И наступит новый день. Полиция и скорая будут там же, на первой линии жизни, закона и порядка. Frontline. Скоро в эфире.